ТВ-боксы с Т2 это давно изученная и достаточно интересная тема. Они выпускаются не так часто, а хорошие так еще реже. И сегодня мы с вами будем рассматривать Micool KT2. Мы помним удачную версию KT1, и компания Micool пошла дальше. Она выпустила Micool KT2, при этом не заморачиваясь с собственным производством, и купила, скажем так, OEM у достаточно известного бренда. Какой бренд, узнаете дальше в обзоре. Но это получился интересный ТВ-бокс, стабильный, с сертификацией Android TV, сертификацией Netflix 4K, HDR, HDR10+, и Dolby Audio до Dolby Digital+. Здесь даже они, видите, показали Dolby Audio, у нас здесь написано. При том, что есть DRM L1, и все стриминговые сервисы будут работать просто идеально. Имеет, конечно же, Т2 модуль, а вот давайте сразу смотреть, пожалуйста, вот у нас есть Т2 выход вот такой вот антенны, есть аудио-видео, HDMI, LAN RJ45 на 100 мегабит и USB-шечка 2.0, хотя она и одна, но в принципе он и ориентирован больше на стриминговое воспроизведение Т2, но это не мешает нам к нему подключить SSD-шник, и мы проверяли на нем очень высокобитрейтные 4К файлы. А вот эта вот антенна, самая обыкновенная Т2 антенна, даже без внешнего питания. В Украине нашел он все каналы, сосканировал, и вообще вопросов у меня с ними не возникло. Работали четко, перемыкались, и мы просто их смотрели. Как назвать качеством, это тяжело, потому что качество самого Т2 у нас в стране не очень. А вот комплектик у нас самый обычный: коробочка, HDMI кабель, вот такой вот 12-вольтовый у нас адаптер питания и достаточно неплохой пульт с цифровой панелькой. Если уж тут затачивать его под, допустим, под IPTV, OTT, либо стриминговые сервисы, либо OTT сервисы, либо Т2, то, конечно, это будет очень большим плюсом для набирания номеров каналов. Вот эти кнопки полностью кастомизируются. В остальном всем пульт имеет еще инфракрасную опцию для того, чтобы управлять дополнительными вашими устройствами по типу телевизора, допустим, ресивера, АВ-панели, вернее, АВ-ресивера, либо звуковой панели, и отрабатывает тоже это все дело неплохо и стабильно. За все время тестов я столкнулся с единственным недостатком: это нет автофреймрейта. Тут стоп, не переживайте. Автофреймрейт реализуется через TV Quick Actions, хотя нет своего автофреймрейта, все через сторонние приложения можно сделать. И нет DTS. Dolby Digital Plus и Dolby Digital есть, DTS нету. Тут уж я говорю вам правду. Поддерживает две типа операционных систем, вернее файловых систем, прошу прощения, NTFS и exFAT, то есть диски этих форматов он читает, и был достаточно стабилен в YouTube и во всем остальном. Слушайте, давайте мы сейчас с вами пройдем его уже, посмотрим, сколько стоит, и, конечно же, будем его тестировать, а потом вернемся с выводами. Слушайте, начнем конкретно мы с цены. Цена у нас интересная, $71 по факту. Это у нас Micool KT2. У нас, видите, 100 мегабитный LAN, 2 на 32, Logic S905 Y4, 5 ГГц. Короче, вроде бы все так чинно-благородно. Есть у нас с пультом G20, есть G20 Pro, хотя вот в базе берете европейскую версию, нормально, все отлично работает. Теперь дальше, что они тут расписывают? Ух ты, Micool домашний кинотеатр, да ладно, а? Вот это мы должны с вами заценить. Micool что-то выпустили, но к этому вернемся попозже. Android TV 11, дальше Wi-Fi 5, 5 ГГц, Bluetooth 5, MirrorLink есть, плюс Chromecast. И, конечно же, больше ничего такого интересного нету. Google Cast, Netflix. Ребят, тут есть Netflix. Сейчас проверим. И больше, HDR, само собой, и, конечно, ТВ-центр с HDR10+, с AV1 кодеком. Все очень вроде бы выглядит достаточно неплохо. Но, в общем-то, закинул вам ссылку в описании под видео, при этом эта цена не конечная. С учетом того, что на данный ТВ-бокс у нас есть промокодик для aliexpress.com, чтобы вы понимали, не путайте. И если не знаете, где купить официально стриминговые сервисы по типу Megugo, Свит ТВ и тому подобное в Украине, то вот вам QR-код либо ссылка в описании под видео на очень-очень классные цены, прям вот дешевле, чем у самих сервисов, все это при этом официально. Проходим, посмотрим. Ладно, вернемся к самому ТВ-боксу.
Та-дам, традиционный Android TV, чистый Android TV. Вот то, как мы любим, да, там, где можно каналы рекомендаций передвигать, например, давайте Prime Video, там попередвигаем, можем сортировать, можем вообще удалить. Это прям очень хорошо. Мегого здесь отображается и рекламный канал в том числе, который тоже, кстати, можно удалить. Все хорошо. Теперь идем сразу в настроечки. Аккаунт подхватило без проблем. Смотрите, у нас пульт с инфракрасной опцией. Можно управлять любым устройством по типу телевизора, саундбар и AV-ресивера громкостью, источником сигнала, включением-выключением. То есть вы просто выбираете модель своего телевизора, например, LG, да, там выбираете кнопки, он подбирает. Вообще идеально работающая функция. Но я хотел вам показать немножко другое. Мы идем, здесь есть сертификация у нас Netflix, KT2, все вроде красиво и хорошо. Bootloader V002 и опять ничего не понятно. Ждем. Экран и звук. От 480p до 4К 60 Гц. Есть адаптивный HDR. Давайте переключим на 60 Гц. Будем тестировать 4К 60 Гц, чтобы у нас не было никаких вопросов. Все отлично. Дальше. У нас нет автофреймрейта, но он работает через Quick Actions, да, который там славно известный, который позволяет реализовать огромное количество возможностей ТВ-боксов. Выбор формата ставим автоматически, чтобы у нас работал 5.1 звук в Netflix. Есть Power Management. У нас включение, запуск после 15 минут бездействия, стендбай мод. Мы можем выбирать, что нам делать. Либо deep standby, либо выключение, либо просто-напросто в сон. И автоматические выключения у нас через определенный период времени. Все красиво сделано. Но теперь, что же это за ТВ-бокс какой-то? Я вам объясню, это ZTE. Это даже не Микул, это ZTE. Это ZTE 2 на 60, 2 на 32. Отличный ТВ-бокс. Хороший процессор, энергоэффективный. За отображение отвечает Mali G31. Сеть у нас сейчас Connect 780 мегабит, Android 11. Температуры, доступ нет, сертифицированное устройство. По кодекам абсолютно все есть. И AV1, и VP9. То есть то, что нам нужно для работы. И если уж говорить там про мультимедиа, ну давайте еще DRM-инфо посмотрим на сертификацию. Конечно же, здесь полная сертификация. С DRM L1, CNC Clear K, видите, все здесь есть. Шикарно. Но давайте поехали. Netflix. Здесь полная сертификация Netflix. Вы сейчас видите вставку нашу с телевизора 4К, HDR, 5.1 звук, запускается, проигрывается без абсолютно никаких либо вопросов. YouTube. YouTube тоже нас порадовал. Проигрывание дикая река 4К в AV1 кодеке 2160p, это 4К, проигрывается без проблем, без единого дропа, все на нулях. То есть это отличный, шикарный показатель, при том, что у нас здесь есть скорость воспроизведения. То есть на этом сертификате мы можем регулировать скорость воспроизведения, и на этом оно будет работать. Также у нас работал HLG. Давайте мы с вами сейчас включим ролик Magic Forest наш тестовый на HLG формате. VP9 он отрабатывал. Сейчас, кстати, тоже он работает на ускорении. Давайте остановим, пойдем в настроечки, отключим ускорение, конечно же, и выставим 4К 60 FPS, чтобы вы не говорили, что мы что-то не так показываем, и включим статистику для сисадминов. Конечно же, нам придется это все дело перезапустить, чтобы оно стартануло правильно. Давайте выйдем и рестартанем. Все должно отработать у нас отлично. При том, что Connect мы видим, у нас скорость соединения с сетью в YouTube 70 мегабит. Хватит для всего, для 4К, для HDR, для всего чего угодно. Все идеально, проигрываем и YouTube. Вопросов нет. Все. Теперь Live TV, конечно же, эфирные каналы. Ну вот вы видите, мы когда сканировали, то есть он в Украине у нас нашел все каналы. Каналы у нас Т2 работают шикарно. Все каналы украинские найдены. Все, пожалуйста, все отрабатывает. То есть по каналам вопросов нет. При том, что он поддерживает не только Т2, он еще поддерживает кабельное телевидение. То есть если у вас есть кабельное телевидение и вы хотите расширить возможности вашего, скажем так, телевизора с этим кабельным, иметь, допустим, еще YouTube дополнительно, Netflix, различные стриминговые сервисы, то этот TV-бокс отлично подходит. App Key Definition. Это можно назвать, у нас вот есть кнопки внизу, там Netflix, Prime и все остальное, на них можно назначать определенные действия. И мне действительно нравится эта опция именно
конкретно у микуловской реализации, поэтому я не буду тут ничего говорить отрицательного. По скорости интернета давайте 5 ГГц проверим, потом 2,4 для понимания, работает ли он на старых роутерах, это тоже важная штука. Данный спид-тест ориентирован конкретно на стриминговые сервисы. Давайте пробовать и смотреть, что получится. Ну-ка, давай пингуем, и тест пошел у нас. Ну давай, сколько? 111, 174, 244, 315, 350. Да ладно, 390, 411. Да что это такое? 421 мегабит. 422. Да, я видел, в среднем выходит где-то 250-350. Если брать по стримингу, пожалуйста, 426 на загрузку и 140 на выгрузку. Отличные показатели скорости, мне очень понравились, тут вопросов никаких нет. Хорошо, давайте переключимся на 2,4 ГГц, при том, что у нас джиттер низкий, хотя какой-то есть. Так, очень удобно, что есть цифровые вот эти вот кнопки, потому что если он заточен конкретно под телевидение и выбирать какой-то канал, то по циферкам это будет намного интереснее. Пробуем 2,4 ГГц тест. Стартуем его. Стартуем, а ну-ка давайте, посмотрим, что у нас получится. На 2,4 это выше среднего показатель, 95-98 мегабит на 2,4 диапазоне. Это значит, что на старых телевизорах это будет нормально работать. А ну сейчас ждем на upload. 14:31. 48, да, работает, все отлично. Сейчас кабель берем, здесь должен быть 100 мегабитный интернет. Смотрите, прям в 100 мегабит уткнулся, а? Зараза такая. Интересно, да, хорошо. Отлично, подключаем LAN RJ45. Проверяем, чтобы он заработал. Все, устройство подключено и поехали на интернет-спид-тест. Давайте. Ну, тут должны быть чистые 100 мегабит, которые мы сейчас с вами, наверное, и получим. 96, да, 97, плюс служебный трафик. Тут чистый 100 мегабит порт, и как бы все отлично. Слушайте, прям интересный по материалам прикольный. И дизайн нормальный, и я не знаю, прям мне нравится. Вот КТ-1 мне нравился, ну просто пушечка. В том плане, что он был очень стабильный. И я не знаю, у меня вопросов не было. Был ST1 вообще отличный у Микулов. Но это все сторонние у них производители вот по типу ZTE там, и всех остальных. По Wi-Fi нет вопросов. При том, что если брать какие-то сторонние методы просмотра, если вы понимаете, о чем я говорю, то там ограничений нет. Он все тягает, все спокойно работает. У нас стоит здесь USB 2, мы об этом знаем. И насколько он может воспроизводить тяжелые высокобитрейтные ролики, конечно же, с HDR мы должны с вами проверить. Смотрите, у нас он поддерживает и XFAT, и NTFS, но скажу сразу, в XFAT у нас был момент того, что он иногда не показывал файловую систему. Но это все потом после перезагрузки у нас вылечилось, мы больше не замечали. Возможно, диск какой-то как-то неправильно подключили, либо что-то. Но по NTFS вообще вопросов нет. Но он поддерживает и XFAT, и NTFS. Все сразу говорю. LG New York 4K. Высокобитрейтный ролик. Вы видите сейчас на телевизоре, как он срабатывает HDR. Здесь он тоже отрабатывается полностью. Сколько мы не тестировали, это, кстати, очень высокий битрейт у ролика. Сколько мы не тестировали, TV-Box спокойно его тягает, хорошо конвертирует и в SDR. По звуку, если говорить, Dolby Digital Plus у нас работает. То есть у нас есть простой Dolby Digital, есть Dolby Digital Plus, вы сейчас видите. Dolby True HD работает как простой Dolby Digital. Тоже тут сюрприза не было. DTS нет вообще никакого. Тоже вы должны понимать, но здесь он ориентирован больше под, скажем так, под Netflix и под, в принципе, стриминговое воспроизведение каких-то сервисов, которые в основном основаны на Dolby воспроизведении. Если говорить про украинские какие-то, грубо говоря, про стриминговые сервисы, то здесь будет работать абсолютно все. В частности, украинское, в частности, телевидение через OTT-сервисы по типу Мегуго, Свит ТВ и тому подобных переключается все отлично, идеально, можно сказать. Тоже у меня вопросов не возникло, как и фильмы, тоже через них я смотрел без проблем. И у нас получается, что по мультимедиа данный TV-бокс работает отлично. Мы проверяем с вами Google Chromecast, то есть это же сертифицированный TV-бокс. Обязательно мы должны это проверить. Давайте выбираем трансляцию экрана. КТ2 он видит, начинаем трансляцию. Ну и какое-нибудь приложение, либо полностью экран. Ну, давайте какое-то приложение мы с вами затранслируем, например,
Google Chrome. Давайте, вот я Google Chrome оттранслирую. Все работает. Слушайте, прям вот, прям отлично. Хорошо. С этим вопросов нет. Google Chromecast работает, чтобы вы понимали, как работает Google Chromecast. Вы можете туда передавать не только, допустим, со своего смартфона экран, можете передавать потоки из Google Chrome, вы можете передавать видео, вы можете передавать именно потоки на видео, вы можете передавать фотографии, именно показывать, транслировать на своем экране. Это очень удобная функция. Также здесь есть поддержка AirScreen для iPhone. В принципе, можно его передавать. Изначально тут установлен был, по крайней мере, в моей версии. И у нас есть голосовой поиск. Глобальный голосовой поиск, не знаю, работает или нет. Сейчас попробуем фильм «Черкассы». Работает он в таком виде, без глобальщины, но это сейчас вот политика Google такая, но внутри приложений он спокойно будет искать. Мы можем попросить его показать погоду. Погода в Запорожье на завтра. Вот, пожалуйста, как это работает. Можем сказать там, открой YouTube. Тоже отлично все отрабатывает. Кстати, в YouTube мы сейчас проверим голосовой поиск, как это тоже отрабатывает. Давайте заходим. Канал, подождите, открыть. Канал Технозон. Все, без вопросов вообще, без вопросов, все отрабатывает. В принципе, по ТВ-боксу у меня все, но если бы я не попробовал здесь во что-то поиграть, хотя для меня маловато USB портов, чтобы подключать, приходится выдирать один, либо использовать хаб, допустим. Я подключаю геймпад через USB, это мой GameSear T4 Pro, обязательно. Классная штука, на самом-то деле, видите, USB отключен и USB подключение у меня уже работает геймпадик, все тут как бы отлично. Давайте RapidGP просто и уже потом переходим, резюмируем. Вообще для меня этот TV-бокс вышел пипец каким стабильным, классно работающим, и у меня очень мало к нему вопросов, кроме отсутствия DTS, конечно же, и автофреймрейта, но автофреймрейт решается через TV Quick Actions. Можно ли на нем играть в Android TV игры? Можно все, что есть в маркете, пожалуйста, играйте. Мы не будем ничего, скажем так, говорить по этому поводу, хотя обычно я этого не советую делать. Смотрите, все отлично работает, все пошло, полетели, ничего не тормозит. При том, что я его тягал и пробовал на нем играть уже достаточно много чего. Я играл в Xenoverse и играл в Красный Шарик, говорю сразу. Вот, чтобы вы не спрашивали, какие игры я играл. Xenoverse и Красный Шарик. Смотрите. Все отлично. Слушайте, а пошлите уже сделаем выводы. Все-таки не игровую телеприставку мы с вами тестируем, а достаточно хороший, качественный ТВ-бокс. В качестве выводов скажу, один из самых интересных вариантов таких вот комбинированных гибридных T2 ТВ-боксов, сертификация большой плюс, HDR10 большой плюс, да и в принципе работает стабильно. И то, что это даже не Микул, а бренд ZTE, очень меня сильно порадовал. Я очень рекомендую. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.